Так, друзья, первая наша остановка. Не могли не остановиться. Мы остановились прямо посередине. Трасса 66. Американский ресторан, который находится в центре, в сердце Испании. Шикарные ретро-автомобили, музыка, запах жареного мяса нас просто манит на фоне гор и заката. Что такое трасса 66? Это известная трасса, которая пересекает у нас Америку с юга на север. Вы можете проколесить по этой трассе. Очень известная рута 66, поэтому одноименный ресторан у нас расположился здесь, в Альмерии. В Альмерии мы находимся уже, и можно здесь отведать американской типичной кухни. Интерьер выполнен в стиле 60-х, именно в те годы, когда были на пике популярности Мерлин Монро, Элвис Пресли. И, конечно же, мы видим здесь фотографии и спагетти вестерн. Как там, я помню, назывался он «Плохой, хороший, злой». И тут даже у нас есть подпись, да? В общем, ребята, если окажетесь в Альмерии, можете остановиться здесь, выпить пивка, попить кофе или съесть какой-нибудь мясистый стейк. Но мы продолжаем наш путь, потому что есть вещи гораздо интереснее, которые нас ждут и ждут вас. Едем! Итак, друзья, мы с вами находимся в пустыне Табернас, которая по-другому называется Альмерийская пустыня, где снималось большое количество спагетти вестерна. Находится оно в регионе Альмерии, в провинции Андалусия. И я вас приглашаю в Техас, Голливуд. Какие люди в Голливуде! Что вы потеряли в моем городе, господа? Мы просто приехали в этот город посмотреть и снять небольшой ролик для него, если вы позволите, Шерри. Но это будет зависеть от моего настроения. Сегодня оно у меня довольно-таки игривое. Позволю вам снять здесь небольшой ролик, но если вы что-то натворите, будете отвечать по полной. Спагетти вестерн. Почему называется именно спагетти вестерн? Потому что это поджанр вестерн-фильмов, которые производились в большом количестве у нас на юге Италии и Испании. Поэтому уж как родоначальником этих фильмов был итальянский режиссер Серхио Леоне. И он, кстати, открыл эту пустыню для своих съемок. Благодаря ей она процветает, и сюда приезжают туристы. Благодаря его открытию здесь снялось большое количество спагетти-вестернов и других интересных фильмов. Так, что же у нас по цене? Как же нам сюда попасть и зайти? Конечно же, это все не бесплатно. Цена для взрослого у нас составляет 20 евро, для детей до 11, с 3 до 11 лет 9,90, до 3 лет бесплатно. Ну а с 11 лет ребенок уже идет за взрослого. Также есть скидки для пенсионеров либо инвалидов. Цена на них составляет 15,90. Довольно-таки интересный прайс. Получается, за такие деньги вы попадаете в настоящий вестерн, где вы увидите несколько интересных спектаклей, разыгрываемых здесь, и погружаетесь в эту атмосферу кино.
как всегда, нам удосужилось взять интервью у актеров, которых мы сегодня видели в сцене. Ребята готовы дать нам ответы на несколько наших вопросов. Hola, chicos. Entonces, mi pregunta primera. ¿Cuánto tiempo lleváis actuando? ¿Es correcto? ¿Correcta pregunta? Bueno, aquí estamos por etapas, ¿no? Ajá. Yo empecé en el año 2000. Unos 20. Lo que pasa que vamos, venimos y ahora ya estamos fijos. Llevamos más de 25 años. Más que 25 años, no me digas. ¿Y tú también? Yo llevo aquí trabajando solo 2 meses. Ah, Dos meses. jovencito. Soy el nuevo. Pero es difícil, ¿eh? No, es coger el truco y ya pues actuar siempre igual. ¿Pero eres actor profesional? No. ¿No? No. De la calle. Claro. Ya sabes que mejores actores son así, Son de la calle. de la calle. ¿Y tú, Jerif? Yo llevo aquí desde este verano, empezando este verano, Ah, pero ya desde hace mucho tiempo llevo viniendo por aquí. Lo que pasa es que me gustó esto y ya pues me puse ya a actuar por aquí. ¿te han grabado en las películas? Sí, ¿Sí? hemos estado en películas y alguna serie u otra. ¿Sí? ¿Western Union o Western Union? Gracias, dinero. ¿Spaghetti Western? Sí, ¿También? ¿Cómo te llamas? Víctor Víctor. ¿Víctor? ¿Apellido? Rodríguez. Víctor Rodríguez. Sí, tiene. ¿Eres vaquero? Sí, tiene nombre de vaquero, Víctor Rodríguez. Muchas gracias, chicos. Y nos vamos a verlos a las 2:30. Ай, muchas gracias. Спасибо. Наш ковбой говорит, что эти постройки, конечно же, были построены для съемок известных вестернов, которые снимались с 60-х по 80-е годы. Вот наш шериф. И все это оставили заброшенным после того, как уже отсняли. И каждый раз, когда приезжали снимать новые фильмы, достраивали новые дома и также потом оставляли их. Конечно, жители этих ближайших деревень решили, что нужно сохранить и использовать в нужном русле, чтобы люди могли приехать и отдохнуть, понаслаждаться. И, конечно же, благодаря тому, что билеты платные, все это поддерживается вот в том виде, в котором вы видите. Помимо этого, вы можете взять в аренду лошадь. 30 минут стоит 15 евро и 15 минут стоит 8 евро. Можно, конечно же, взять лошадь и погулять верхом на коне. Позади меня находятся вигвамы индейцев, а здесь у нас находится укрепительный западный фронт под названием Форт Браво. Известная американская кавалерия располагалась тут, которая защищалась от атаки индейцев. Мы находимся на западе. Иметь возможность прокатиться на повозке с лошадьми, которой правит настоящий ковбой, и мне кажется, это привилегия, которая дана не всем. И, возможно, будет дана вам, если вы сюда попадете. Столько декораций, которые мы здесь увидели, они говорят о том, что здесь снималось большое количество фильмов. Например, сейчас мы находимся в Мексике, о чем свидетельствует флаг, которым тут у нас прямо на площади. В этих декорациях снимался фильм под названием «Хороший, плохой, злой» в главной роли с Клинт Иствудом. Можете посмотреть и насладиться шикарными этими моментами, как снималось кино в то время. Никогда бы не подумала, что фильмы, которые снимались здесь, можно было выдать за то, что снималось где-то в далеком Диком Западе, где-то в Мексике. И это для меня было новым открытием, что не надо было переносить такое большое количество декораций куда-то на другой конец мира, а достаточно было вот найти шикарную локацию и построить здесь городок под названием Холливуд. Техас Холливуд. Вот только представьте, что по этим улицам прогуливались такие знаменитые актеры, как Шон Коннери, Клинт Иствуд, Бриджит Бардо и многие другие. Уже от одной мысли бегут мурашки по коже. Друзья, спасибо, что досмотрели наш ролик до конца. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, вопросы или пожелания, куда бы вы нас еще хотели отправить. И мы для этого съездим и снимем что-то интересное. А на этом мы не останавливаемся, мы продолжаем снимать интересные ролики, продолжаем путешествовать по кино
на земле, которая находится у нас в Альмерии. Vale, entonces, y mandado fotos a mis chicas de Moscú y dicen, qué guapo, qué de fan. Ya tienes tus fanates.